основной враг современности. Напрасно говорят, что это мусульманство или что-нибудь. Нет. Основной враг современности – это тот разврат, который несется со всех экранов, телевидения, радио, газет, журналов, рекламы и так далее. Развращает, вот что развращает душу людей и уничтожает религию. Разврат. В мусульманстве законы запрещают это. Я несколько раз был в Иране. Я по телевидению там никогда не видел там, так сказать, обнаженной женщины. Никогда этого нет и представить невозможно. Я на улицах первый раз, когда прилетел, я что такое попал в женский монастырь? Я удивился. Видите, законы держат. Но, скажу вам, я не думаю, чтобы это долго продержалось. Америка – это главный враг человечества. Человечество, откуда исходят все эти гадости, я бы сказал, и Европа, так, откуда? Движется туда, движется. И процесс омерщения, вот это развращение, отступление от норм, нравственности, он обязательно придет, к сожалению, и туда. Сейчас мусульманство в своем нравственном отношении выше христиан. Несмотря на те там отклонения, там ваххабизм. Ваххабизм всюду он есть. Я не знаю, где его нет. Он и в православии есть. А уж в христианстве говорить нечего. Это что, не ваххабизм, что ли, было эти крестовые походы? Это что было в Средневековье там? Да это хуже еще, я не знаю, всякого. Все это было. Дело не в этом, а в своей сути мусульмане еще сохраняют вот те естественные нравственные нормы. Я говорю, естественные нормы отношений жизни и поведения и так далее. Вот. И поэтому благодаря этому мы видим заполненные мечети, их такое благовение, их следование традиции, неразрушенные они, держатся еще пока. Поэтому Америка вот дала Ирак, что там, начали с Ирака, пойдет, видите, грозится все время Ирану и так далее. Вот. Надо разрушить эти основы. И этот процесс идет. Вообще я им скажу, что сейчас создается действительно впечатление, судя по тем плодам, которые мы сейчас получаем из телевидения, радио и прочих средств массовой информации, эти какие плоды? Жестокость, насилие, разврат, кровь. Вот что оттуда льется с экрана. По плодам узнаете их, сам говорит Господь Иисус Христос. Чьи эти плоды? От Бога? От дьявола. То есть какой-то сатанизм, уже буквально какой-то центр, что ли, есть мировой, откуда все это идет и наполняет. И я не думаю, что мусульманство долго продержится. Не оно покорит мир. Это неверно. Нам это внушают. Ничего подобного. Не мусульманство покорит мир, а покорит мир сатанизм, который мы видим сейчас проявляется. Раньше, если в Европе и Америке, то теперь, увы, у нас захватывает. И против него мы не находим никаких средств борьбы. Внешних средств нет, юридических, немыслимо, чтобы кто-либо из правителей посмел запретить эти гадости. Способ только один. Если христиане станут христианами. Если они, будучи таковыми, дадут тех людей, которые смогут войти в структуру управления и могут начать уже легальные, я бы сказал, законодательные формы борьбы с этим сатанизмом. Но на это надеяться довольно трудно. Существуют ли принципиальные противоречия между христианской и мусульманской культурами? Обречены ли мы на вечное противостояние? Дмитрий. Если говорить по существу, то мне кажется, вы слышите, я говорю, я высказываю только личную точку, что мусульманская религия, пожалуй, самая близкая к христианству. Несмотря на все то, что мы видим, она наиболее близкая к нам. Она ближе, чем иудаизм. По причине почему? Потому что в иудаизме Христос для иудаизма лжемессия. Так? А тот их мессия, которого они ждут, для нас антихрист. Хотя, кажется, Ветхий Завет один.
Исходить из формы, кажется, мы ближе. На самом деле нет, оказывается. Иисус Христос – лже-мессия. Подумайте. Для мусульман Иисус Христос не лже-мессия. Он второй после Мухаммеда пророк, великий пророк, который убьет духом уст своих антихриста. Вы понимаете? Они верят. Божьей Матерью они не называют Божьей Матерью, но говорят девой. Христос родился от девы. Даже это признают. Понимаете, какие вещи? Вот так. Так что мусульманство – это в этом плане наиболее, если хотите, даже близкая религия. То, что сейчас вы видите, разжигается – это искусственные вещи. Это делают опытные политики. Ведь вы же знаете древний принцип – разделяй и властвуй. В России никогда не было этого. Я вам приведу только один пример, связанный с мусульманством. Когда во время Первой мировой войны захватили корпус, большой корпус, немцы захватили именно мусульман. Там были и солдаты, и офицеры мусульманские, и были их муфтии даже там. То германский канцлер для того, чтобы, знаете ли, сыграть, что называется, он там, в концлагере, приказал построить им мечеть. Мечеть. Было очень быстро все сделано, так. Приехали туда, в этот концлагерь, представитель его, и этот представитель государственный сказал, а теперь вот вам подарок, так, и теперь мы просим вас, мусульман, спойте свое религиозное песнопение, да, прославьте Аллаха. Что дальше было, это трудно себе представить. Это вся несколько тысяч человек во главе с муфтием запели «Боже, царя храни». Этот замахал руками, чтобы они прекратили. А эти не понимают, что замахал руками, думали, что они еще больше. И они еще пуще, еще громче «Боже, царя храни». Вот какие были отношения. В одной и той же армии ни малейшего антагонизма. Тот же патриотизм. Вот каково было. То он молится, к нему никакого презрения со стороны православных. Знали, так положено. И он никого не презирал, когда православные молились. Так положено. Какое уважение! Вот что было в царской армии. Вот что было до революции. То, что сейчас мы видим развитие все тех же идей, которые возникли с перестройкой. Разрушен Советский Союз. Надо разрушить наше общество. Поэтому находится сколько угодно людей, умных, а не дураков, которые регулируют эти процессы раздора. Разделяй и властвуй. Вот откуда идут эти истоки. Поэтому я думаю, что у нас, как в царской России, сосуществовали культура и православная, и мусульманская, и никого это не удивляло, никого это не шокировало. Вы слышите? Никого не шокировало. Пожалуйста. Что ж тут? Пожалуйста. Каждый верит так, как он считает это нужным. Это же было естественно, нормально. Сейчас создают конфликтную ситуацию. Вот в чем беда-то. Я не знаю, они могут добиться. Кто их знает? Это будет просто трагедия. Мы с своей христианской точки зрения должны показать, что мы открыты. Нет у нас вражды, нет никакой у нас ненависти. И мы даже, более того, считаем, что эта религия наиболее близкая к христианству.